Всем привет! В прошлом ролике я обещал вам рассказать о том, как мы устроились учителями английского в Китае, о всех подводных камнях и обо всем, что нас могло ждать, когда мы приехали. Все началось с того, что мы подписали 2 контракта на 8,5 и 9 тысяч юаней. И нам пришлось вернуться в Россию, так как это были каникулы. Изначально мы просили агента, чтобы он нам предоставил жилье сразу, и мы этот месяц подождали в Китае, подождали работу и начали работать, но он сказал, что ему нужно время, чтобы найти нам отдельную квартиру. После чего мы согласились, поехали в Россию, каникулы пролетели быстро. Мы рассказали, конечно, друзьям нашим о том, что мы нашли такую работу, но где-то, наверное, половина из них относилась скептически. Многие не верили, считали, что это слишком все просто, никогда не работали учителями, мы так взяли легко и нашли работу. Единственное, что нам сказали, это готовьтесь, смотрите ролики на ютубе о том, как вести уроки. Мы, конечно, все это делали, готовились. Забегая наперед, хочу сказать, что это никак не помогло. И когда был мой первый урок, я просто стоял как вкопанный и не знал, что делать. Все приходит только с опытом в этой работе. По приезду в Суджоу нас ждало 2 сюрприза. Первым было то, что мы приехали уставшие после такой большой дороги. И нам даже не дали никакого времени отдохнуть. Мы сразу поехали смотреть свои садики, общаться с директорами, грубо говоря, на собеседование поехали. И первый садик, в который мы приехали, мне очень хорошо запомнился, потому что нам нужно было ждать директора, и мы ждали в учительской. И там учительская такая была больше похожа на баню. Скорее даже не на баню, на предбанник. Она была вся такая из дерева. И там с нами сидела еще одна учительница, которая уже давно работала в этом садике, уже около 3 лет. И она нам рассказывала об этой работе. Было очень интересно ее послушать. Но самое смешное было то, что она рассказывала один сплошной негатив. Она говорила о том, как она не любит Китай, о том, как она не любит китайских детей, о том, как все ужасно. И все это она рассказывала прямо при китайском зауче. Это меня очень удивило. Потом мы еще заехали в пару садиков, но там нет ничего такого, чтобы я мог вспомнить интересного, чтобы рассказать. После чего мы поехали смотреть нашу будущую квартиру. Это был такой гарден большой, с розовыми домами 5-этажными. Потом мы узнали, что уже в таких гарденах в основном живут только старики. И наша квартира была на 5-м этаже, в этом здании не было лифта. Мы чемоданы тащили, на 5-й этаж я тащил. Но агент там помогал немного. И следующим удивлением было то, что в квартире уже жили другие учителя. То есть мы приехали, надеясь на то, что у нас квартира будет отдельная, но нам не предоставили отдельное жилье, и это было максимально странным. На самом деле, конечно, первым желанием было просто развернуться и уехать, сказать, что ты делаешь, зачем ты наше время потратил. Но мы позанимали денег, и не хотелось так уезжать, и более того, если бы мы искали, например, другую работу, не факт, что мы бы что-то нашли в короткий срок, так как, еще раз повторюсь, у нас не было опыта, вряд ли мы бы что-то быстро могли найти. В итоге согласились. На следующий день мы поехали в наш садик. Точнее, это был не наш садик, нам предложили пройти стажировку в другом садике, чтобы получить какой-то минимальный опыт, чтобы когда мы вышли на свои рабочие места, мы не потерялись, нам было полегче. Еще раз говорю, когда я на свой первый урок вышел, это было что-то с чем-то, и все, что я смотрел на ютубе, я все моментально позабывал, потому что ты стоишь просто, и перед тобой 30 детей, на тебя смотрят горящими глазами, с такими лицами, как будто ты всю жизнь работал учителем. Ты, конечно, теряешься, и я очень много тупил, так скажем. Не знал, что делать, и первые уроки были, конечно, не очень. Но потом это все быстро привыкаешь. На самом деле потребовалось где-то 3 месяца, чтобы полностью привыкнуть к этой работе. То есть через 3 месяца вы уже можете на полном автомате вести уроки. А где-то через 1-1,5 вы уже не стесняетесь никаких детей, можете ехать смело в любой садик, в любую школу. И вы уже абсолютно свободно себя чувствуете. У жены, кстати, лучше получалось. Первые уроки у нее лучше шли. Я помню, что она много улыбалась, что как-то дети к ней сразу тянулись. У нее это как-то все проще прошло. Я уже потом просто опытно работал, у меня уже потом нормально все пошло. После этих 3 стажировочных дней к нам приехал агент с расписанием с нашим. Нас тут еще одно удивление ждало, то что мы вообще надеялись в один садик устроиться, чтобы спокойно в одном месте работать, а оказалось, что мы будем работать в разных местах, еще и в разных садиках. То есть расписание было такое, что в понедельник, допустим, у меня один садик, в среду, в пятницу другой, вторник, четверг, третий и так далее.
То есть расписание было такое, как на парт-тайме. И уроков было по 8-9 в день. И был такой момент, когда у меня в понедельник было 13 уроков. То есть это было очень много. Но хочу сказать то, что вот этот опыт, который был у нас, за счет того, что у нас было очень много уроков, очень загруженное расписание, это очень много дало в будущем. То есть работоспособность потом была очень большая. И когда я устроился уже в другие места напрямую, я уже мог работать просто не напрягаясь. И вот после вот этой первой моей работы мне всегда хватало сил еще и на парт-таймах работать. Ну, хочу сказать о том, что несмотря даже на такое расписание, нам оно не казалось сложным, так как в обед мы были полностью свободны, мы могли делать все, что хочешь, могли пойти куда-то погулять там и так далее. И также у нас уроки рано заканчивались. В 4:30 мы уже были полностью свободны. То есть такое расписание нас полностью устраивало. Вообще хочу сказать о том, что вот этот агент, который нам попался, многие через него проходили. Наверное, в Суджоу все ребята, которые живут, наши русские, наверное, больше половины людей из них с ним работала когда-либо, ну, в самом начале. И это такая, знаете, школа молодого бойца, после которой вам просто ничего не страшно. Вы можете работать где угодно и вообще. Ну, я еще раз говорю, что работоспособность просто у вас будет зашкаливать, вас будет хватать еще с запасом большим на другой работе. Еще хочу сказать о том, что те ребята, с которыми мы жили, оказались отличными, и у нас там несколько раз менялись соседи, и все люди были нормальные, мы со многими так познакомились. Потом мы уже в русский чат попали, были всякие встречи у нас, там всякие шашлыки с остальными русскими и так далее. Было очень интересно. И вообще Суджоу запомнился как очень хороший город в том плане, что люди там очень дружные, там очень хорошая русская община, и вообще ребята настолько помогают друг другу, и все отзывчивые все. Вот, и здесь мы приехали, мы здесь особо еще никого не знаем в Фошане. Вот. Ну так, по первым впечатлениям, город нравится, тоже такой тоже спокойный, тихий город. Как бы большие города мы не рассматривали, где вся эта суета, где дорогое жилье и так далее. Нам это не нужно было. Хочу сказать, если бы я вернулся назад и к тому же самому предложению знал, что все, что меня будет ждать, я бы не отказался, зная, ну, помня все, что произошло с нами, и как бы всю нашу работу, все как происходило, все не так прям сразу легко было. Это нас закалило, и сейчас мы очень хорошо себя чувствуем в Китае, мы уже не боимся никаких трудностей и так далее. Ну, то есть, вообще, я не могу сказать, что я о чем-то жалел хоть раз. После того, как мы приняли это решение приехать в Китай, работать учителями английского. Спасибо всем тем, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!